Круизный лайнер Norwegian Dawn проплыл сквозь кошмарный зимний шторм. 19 апреля 2005 года Norwegian Dawn, трехлетний круизный лайнер, на борту которого находилось более 2200 пассажиров в круизе на Багамы у берегов Джорджии, был захвачен ужасной волной. По прибытию круизного лайнера в порт в Манхэттене, некоторые пассажиры пообещали никогда больше не выходить в море. 16 апреля 2005 года, после плавания в ненастную погоду у берегов Джорджии, штат США, Norwegian Dawn столкнулся с серией из 3 70-футовых 21 метр волн изгоев. Третья волна повредила несколько окон на 9 и 10 палубах, и несколько палуб были затоплены. Однако повреждения были небольшими, и корабль быстро отремонтировали. 4 пассажира получили легкие ранения. Гражданин Макилхаттен рассказал, что он отправился в атриум корабля на палубе 7, чтобы сфотографировать, когда волна обрушилась на нос корабля, заставив стулья буксовать, и люди бросились в укрытие. Люди начали драться с членами экипажа и обвинять их в шторме, сказал он. Это был хаос. Корабль возвращался в Нью-Йорк из Майами вечером, когда поплыл в ненастную погоду. Пассажиры сказали, что шторм бушевал по кораблю почти 11 часов, и многие из них не спали всю ночь, прежде чем волна ударила по кораблю в 6 часов 10 минут утра. Метеорологи заявили, что в шторме нет ничего необычного. Корабль Norwegian Dawn компании Norwegian Cruise Line оказался в ветреной зоне градиента между системой низкого давления, простирающейся от Каролины до Бермудских островов, и зоной высокого давления на восточном побережье, сказал Эрик Кристенсен, метеоролог из Национальной метеорологической службы. Но волна – это было другое. Что касается размера этой волны, сказал гражданин Кристенсен, это определенно редкое событие. Мы бы назвали это волной-чудовищем или волной-убийцей. Обычно самые высокие волны достигают 20-25 футов. Они могут подниматься выше на периферии ураганов. Всего 4 или 5 лет назад, сказал Дэвид Фейт, начальник отдела операций в Центре прогнозирования океана при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, волны величиной с ту, что упала на норвежский рассвет, были в царстве легенд. Но в последние годы, по его словам, ученые начали отслеживать гигантские волны, хотя их причина до сих пор не ясна. Спутники показали, что за 3 недели можно увидеть около 10 таких волн во всех океанах мира, сказал он. Это очень низкая частота. В прошлом году необычно большие волны накрыли как минимум 2 больших пассажирских судна. Прошлой осенью на другом судне Norwegian Cruise Line, Norwegian Majesty, разбило также окно на палубе, когда оно приближалось к Бостону. Пресс-секретарь Norwegian Cruise Line Сьюзан Робисон заявила, что волна достигла уровня 10 палубы Norwegian Dawn, на которой имеется 15 палуб, в результате чего 4 пассажира были ранены, окна были разбиты, а 62 из 1112 кают корабля были затоплены. По ее словам, ни одна из травм не была серьезной, хотя одному пассажиру пришлось наложить швы. После случая волны изгоя на круизном лайнере Norwegian Cruise Line Dawn в 2005 году, когда было поражено 70-футовой волной, разбившей окна в каютах и затопившей более 60 кают. Морской юрист из Майами подал в суд на компанию Norwegian Cruise Line, утверждая, что круизная линия подвергала опасности своих пассажиров, пытаясь плыть в ненастную погоду, чтобы круизное судно могло вернуться в порт вовремя для съемок в телешоу «Ученик».